Всем привет! Не могу не поделиться с вами простым рецептом вкуснейшей, очень популярной пшенной каши на молоке. Получается она без горечи, во время варки не пригорает и не густеет после охлаждения. Пшенка очень полезна и питательна, богата огромным количеством витаминов, минералов, антиоксидантов, а также необходимыми организму белками и клетчаткой. Казалось бы, что здесь сложного сварить пшенную кашу, но в ее приготовлении есть свои нюансы, о которых я сегодня расскажу. Поделюсь точными пропорциями и временем готовки. Думаю, что информация будет особенно полезна начинающим хозяйкам. Мне понадобится 200 граммов пшена. Если быть точным, это неполный стакан объемом 250 мл. Рекомендую брать пшено хорошего качества, без постороннего мусора ярко-желтого оттенка. Готовая пшенная каша может иметь горьковатый привкус. Дело в том, что пшено содержит в составе растительные жиры, которые со временем окисляются или, другими словами, прогоркают. Вот эти жиры и дают ту самую горечь, от которой нужно избавиться до начала варки. На первом этапе пшено нужно хорошо промыть в холодной воде не менее 7-8 раз. При необходимости, конечно же, нужно заранее перебрать крупу от мусора. Если во время промывания вы потрете пальцами пшено, то на пальцах останется жирный налет. Вот этот жирный налет и дает ту самую нежелательную горчинку в готовой каше. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После того, как пшено хорошо промыто в холодной воде, заливаю его крутым кипятком и оставляю буквально на 1-2 минуты. После этого воду нужно обязательно слить. Именно эта процедура позволяет получить вкусную ароматную пшенную кашу, которая не горчит. Горечь просто уходит в горячую воду. Пока настаивается пшено, в кастрюлю наливаю 1 литр воды и довожу до кипения. Также заранее подготовлю молоко. Мне понадобится 3 полных стакана молока объемом 250 мл. Молоко нагреваю почти до кипения. Итак, пшено промыто, обработано кипятком. Вот теперь оно полностью готово для варки. Я вначале варю пшено на воде. Это делается для того, чтобы окончательно избавить пшено от горечи, и благодаря такому способу каша не пригорает. Засыпаю крупу обязательно в кипящую воду и сразу же уменьшаю огонь до среднего. Варю при слабом кипении ровно 5 минут. Не следует допускать сильного кипения воды, также не рекомендую часто и интенсивно помешивать. Одного раза будет достаточно. Образовавшуюся во время варки пену я снимаю. С пеной убираются остатки крупяной пыли и ненужного мусора. Хочу обратить внимание на пропорции и время варки. Если уменьшить время варки в воде, например, до 3 минут, то может понадобиться больше молока, например, 3,5 или 4 нормы. Прошло 5 минут, пшено немного разварилось, снимаю с огня и сливаю воду. Кастрюлю с крупой возвращаю на плиту. Заливаю почти кипящим молоком. Добавляю пол чайной ложки соли. Сахар и масло я сейчас не добавляю, так как с сахаром каша может пригореть, а масло я добавляю всегда в конце варки. Перемешиваю, накрываю крышкой и варю на среднем огне 20 минут. В начале варки следите, чтобы у вас не убежало молоко. Не следует часто открывать крышку, достаточно 1-2 раз, чтобы просто проверить, что каша не пригорела и варится равномерно. Чем ближе к концу варки, тем интенсивнее будет кипение. Поэтому нужно следить за температурой, и при необходимости нужно будет ее уменьшить. Прошло 20 минут, огонь выключаю, процесс варки закончен, но каша пока еще не готова. При варке каши очень важен процесс упревания, благодаря которому каша получается нужной консистенции, приобретает более насыщенный вкус и аромат. На этом этапе добавляю 1 столовую ложку сахара и 20 граммов сливочного масла. Можно взять топленое. Хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю упреваться на 10 минут под закрытой крышкой. Крышку ни в коем случае не открывать и кашу не перемешивать. Вот теперь каша готова. Можно раскладывать по тарелкам. Каша получается действительно очень вкусной, ароматной и 100% без горечи. Я сверху еще поливаю растопленным сливочным маслом. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Каша станет только еще вкуснее и аппетитнее.
Пшенка очень ценна и полезна для организма, благодаря огромному количеству витаминов и микроэлементов. По желанию можно посыпать корицей, добавить орехи, сухофрукты, дольки любимых фруктов или ягоды. Рекомендую приготовить кашу по такому рецепту и всем желаю приятного аппетита!